Откуда произошли византийцы и связаны ли они с греками? Народ лукавый и богатый, при этом умный, независимый, крайне изобретательный во всем, чем занимался. Все это о византийцах, которые жили в границах нынешней юго-восточной Европы. Прямые ли это потомки античных греков и римлян, или какой-то иной народ, лишь фрагментарно наследующий традиции этих великих наций? Византия, правильнее Бизантия, так как буква «В» в русской транскрипции появилась для удобства, а не по исторической правде, откололась от Римской империи в 395 году. На тот момент именно в Константинополе была наиболее мощная экономика, торговля и флот, отчего перспективы нового государства выглядели отличными. По инерции византийцы именовали себя ромеями, то есть римлянами, но уже окрестные народы чаще называют их греками, так как очевидны серьезные различия между собственно римлянами и тотально эллинизированными византийцами. Собственной империей именовалась теперь только Гесперия, Западный Рим, а Византия утратила этот статус, получив его лишь в трудах ученых XIX века. Что касается населения, то не было в истории более подвижного национального состава, чем в Византии. Изначально Рим захватил преимущественно греческие государства, также населенные иллирийцами и фракийцами, соединив их в прообраз будущей Византии. Колоссальная торговая активность Рима привлекала в его города наиболее предприимчивые народы Старого Света. И Константинополь наполнился выходцами из Сирии, Леванта, армянами, евреями и персами. Естественно, на правах сограждан там постоянно жили римляне, франки и разнообразные выходцы из кельтских земель. При этом западные и восточные римляне друг друга не любили, западные считались жестокими грубиянами, восточные – лживыми и изнеженными, а после расхождения религии и вовсе стали крайне негативно настроенными. Между нами и ими утвердилась величайшая пропасть вражды, мы не можем соединиться душами и совершенно расходимся друг с другом, хотя и бываем во внешних сношениях и часто живем в одном и том же доме. Этнический состав Византии ощутимо дрейфовал к ближневосточному кругу народов. Однако этот процесс, который шел и в Западном Риме, прервали авары и славяне. Появление в степях бывшей Скифии булгар, а затем авар, стало судьбоносным. Спасающиеся от тюрок авары потребовали земли и дани от Византии, а получив отказ, ушли на север. Вернулись они скоро, с огромным войском славян, которых авары поработили. Ежегодно они делали набеги на Византию, иногда успешно, иногда хуже, но целые племена славян оставались на Балканах в итоге. Их стало настолько много, что едва ли не вся Северная Греция была наводнена ими. Когда франки уничтожили авар, Византия получила славянский буфер на севере от свирепых булгар и франков, что ее вполне устраивало. Славяне и булгары слились с потомками греков и фракийцев на севере, образовав южных славян. А столица империи продолжала обращаться скорее в восточный двор, сходный с персидским, чем в аскетичные престолы германских королевств. Собственно, с Ираном Византия воевала настолько часто, что это истощило до предела силы обоих стран, павших в итоге под ноги к арабам и туркам. Что за деревенщина? Сидит один, когда вокруг него стоит столько военачальников, так сказал один из крестоносцев другому, когда византийский император принял их в своем тронном зале. Когда император ушел, его трон занял один из воинов Христа, и на попытке согнать его оттуда, он возражал тем, что на Западе вассал и сеньор не сидят в присутствии друг друга. Этим оказывают уважение. А здесь у вас это выглядит как отношение хозяина и слуги, что неприемлемо. В этом проявились глубокие различия между отношением к власти в Европе и ориентализированной Византии. В последние периоды жизни Византии ее высшие слои состояли из армян, некоторые даже становились императорами. А также на востоке страны мирным и военным путем оседали ее будущие хозяева, турки, а на юге арабы. При этом византийцы не любили ни тех, ни других, ни третьих.
Максим Планут, ученый XIII века: если у тебя в друзьях водится армянин, не мечтай о худшем враге. А вот армяне хорошо относились к Византии, прославляя ее мудрость, в отличие от невнятных и абсурдных сказок персов. Арабов византийцы высмеивали, как людей, которых какой-то Мухаммед совратил в страшное лжеучение, однако нередко брали себе арабские имена, если хотели сделать себе имя в ученой среде. Как шутили тогда арабы и византийцы, сверяются по одним гороскопам, и битве побеждают те, кому этот гороскоп сулит победу сегодня. Арабы вообще считали византийцев отдельным народом, отдаленно родственным грекам, которых почитали за ученость их философов. К тому же, византийцы попали под тлетворное христианское учение, отчего достойны всяческого сочувствия. Если бы мусульмане знали, что христиане, и в особенности византийцы, не имеют ни наук, ни литературы, ни глубоких познаний, но всего лишь мастера в ремеслах, то они бы никогда не удостоили их звания цивилизованных людей и вычеркнули их имя из книги философов и ученых Аль-Джахис. В итоге, византийцы были настоящим этническим котлом, где растворились античные греки, славяне, армяне, персы, сирийцы, евреи и арабы, а затем вся эта масса была отуречена и стала правоверными жителями нынешней Турции и Сирии. Понравилось? Ставьте лайк, пишите, что думаете по этому поводу, и подписывайтесь на канал.